Сегодня буду готовить необычные блинчики на основе кофейно-гречишного теста. Согласен, сочетание очень странное, но в комбинации со свежими сочными персиками и нежным миндально-творожным кремом это не просто блинчики, это безумно вкусный и ароматный кофейный десерт. Для теста и крема мне понадобится гречка, пшеничная мука, кофе, соль, масло, амаретто, творожный крем-чиз, сахар, персики, яйца, молоко и сливки. Первым делом в кофемолке я измельчу гречку, но если у вас есть мука, то используйте ее без проблем. А гречка сама по себе не содержит глютен и делает блинчики более нежными. Темно-коричневым, конечно, и придает свой специфический вкус и аромат. Муку я беру мягкую, мелкого помола, самую простую, но качественную, чтобы блинчики не рвались. Соль обязательно и в большом количестве. Она подчеркивает вкус и стабилизирует тесто. Молоко нужно холодное, прямо из холодильника. Так меньше риск образования комков. И лью частями, чтобы контролировать густоту. А вот яйца нужны, чтобы желток эмульгировал жир и воду, ну а белок поможет скрепить сам блинчик, так как в гречке нету клейковины и блинчик может попросту развалиться. Кофе я уже заранее смолол и заварил. Лью прямо горячим, только что с огня. Это поможет ускорить процесс набухания крахмала и клейковины, что нужно для более нежных и пористых блинчиков. Ну и в конце добавлю растопленное сливочное масло. Это и для вкуса, и отчасти, чтобы не прилипали к сковороде. Тесто получается очень жидкое, поэтому надо дать ему время впитать часть влаги, тогда оно станет более густым, и блинчики не будут рваться, и легче их будет жарить. А тем временем я сделаю крем. Для этого я взобью крем-чиз с мелкозернистым нерафинированным сахаром. Так он быстрее растворится, ну и придаст карамельно-ванильную нотку. Ну и теперь добавлю холодные жирные сливки, так меньше риск их перевзбить. И обязательно рюмочку амаретто. Оно объединит все в один букет и придаст крему богатый и завершенный вкус. Крем взбивать нужно до мягких пиков. И учтите, если подавать будете не сразу, то в холодильнике крем станет более твердым. А перевзбитый крем так вообще будет не мазаться, а отламываться кусками, как масло. И появится такой маслянистый неприятный привкус. Так, вижу, тесто уже подошло. Жарить блинчики буду, как обычно, на разогретой сковороде с двух сторон. Можно жарить без масла, так как в блинчики уже добавил его, но лучше все-таки капельку добавить. На гречке, знаете, блинчики очень капризные и могут прилипнуть. Для жарки используйте любое растительное масло или смалец. А я лично предпочитаю использовать топленое сливочное масло. Оно менее канцерогенное, и мне его аромат нравится. Но это только с одним условием, если оно сделано из качественного, а не прогорклого масла. Блинчики замечательно жарятся и сами отходят от сковороды, не прилипают и легко переворачиваются лопаткой. Только главное, не начинайте их дергать раньше времени, а то пока они полностью не пропеклись, могут легко порваться. У готовых блинчиков края чуть суховаты получаются, но если дать им минут 10 упреть, то они размягчаются. А маслом я не смазывал, чтобы не делать их жирнее. Как видно, блинчики получаются эластичными, но в то же время очень мягкими, с дырочками и довольно тонкими, можно сказать прозрачными. Тоньше даже не вижу смысла их делать. Для начинки на один блинчик крема идет примерно 2 столовые ложки. Я его размазываю на одной части и укладываю половинку персика, порезанного на дольки. Потом я просто его складываю дважды пополам. Так довольно удобно его держать. Ничего не вываливается, и в принципе в таком виде можно подавать. Либо можно дополнительно кофейным ганашом украсить, абрикосовым вареньем с кусочками фруктов. Тот же физалис с голубикой или черникой прекрасно сочетаются с гречишным блинчиком. Ну и сверху присыпать белоснежной сахарной пудрой. Сам блинчик очень мягкий, а сочетание вкуса горького кофе с орехово-гречишной ноткой и воздушным творожным кремом с персиками делает этот блинчик необыкновенно вкусным. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и всего вам хорошего.